Привет, друзья! Рада всех вас видеть сегодня на уроке. И сегодня я объясню вам слова, с помощью которых мы можем выразить несогласие в русском языке. Другими словами, передать информацию, что мы думаем иначе, мы думаем по-другому, чем наш собеседник. И первый способ, как передать, выразить несогласие, это сказать: у меня другое мнение. И этого достаточно. Нам не нужно развивать мысль, нам не нужно дальше объяснять, если мы не хотим. Достаточно просто сказать: у меня другое мнение. И если нас дальше спросят, то уже можно продолжать. Второй способ, близкий первому, это сказать: у меня другая точка зрения на эту тему. Но не обязательно добавлять на эту тему. И опять мы можем дальше развивать нашу точку зрения или просто сделать паузу, если мы не хотим говорить о деталях, объяснять, что именно мы думаем по-другому. Третий способ выразить несогласие – это просто сказать: я думаю иначе. Например, кто-то говорит мне: слушай, Испания – это ужасная страна для жизни. Я отвечаю: я думаю иначе. Еще один способ выразить несогласие – это сказать: я думаю по-другому. Например, мои знакомые говорят мне: это ужасный ресторан, мы не любим сюда приходить, здесь ужасное обслуживание. А я говорю: я думаю по-другому, мне здесь нравится. Пятый и очень нейтральный, хороший способ выразить свое несогласие – это сказать: мне так не кажется. Мы часто используем эту фразу в разговоре с родными, близкими, друзьями, потому что она достаточно мягкая, не прямая, не категоричная. Например, моя мама говорит: в этой парикмахерской такие высокие цены, что туда не будут приходить клиенты. А я говорю: ты знаешь, мне так не кажется. Я думаю, клиенты готовы платить за хорошую стрижку. Следующий, и я бы сказала, очевидный способ выразить свое несогласие – это сказать: я не согласен, если я мужчина, я не согласна, если я женщина, и мы не согласны, если нас несколько человек. Например, мой коллега говорит: это он виноват в том, что проект провалился, то есть не закончился успехом. А я говорю: я с тобой не согласна. Я думаю, что на это повлияло несколько разных факторов. Или кто-то говорит: я думаю, что эти лекарства не помогают нашему коту. И мой папа отвечает: я не согласен, я вижу, что лекарства ему помогают.
Как вы видите на этих примерах, после слова «я не согласен», «я не согласна» мы дальше развиваем нашу мысль. То есть мы объясняем, почему мы не согласны с тем, что нам говорит другой человек, наш собеседник. Эти выражения, о которых я вам сейчас рассказала, это достаточно нейтральные формулировки, которые мы часто используем в разговорной речи, с друзьями, знакомыми, на работе и даже в официальных ситуациях. Важно помнить, чтобы говорить эти фразы и выражения с соответствующей интонацией, то есть уважительно, спокойно, показывая, что мы просто передаем свою точку зрения, а не обвиняем другого человека в том, что он думает не так, как мы. Друзья, спасибо за внимание. Я надеюсь, что вы вынесли из этого урока много нового. И если так, ставьте, пожалуйста, лайки. Для меня это важно. И оставляйте комментарии, какие слова, какие выражения вам понравились больше всего, какие вы уже знали, а какие были для вас новыми. До встречи на следующих уроках. Пока!